Когда бездомный пес проходит через город, он ожидает сурового обращения со стороны окружающих его людей. Но когда он впервые видит настоящую доброту со стороны детей, он благодарит их самым невероятным образом. Через кухонное окно Ирина наблюдала за своими детьми, игравшими на улице. Они гонялись друг за другом и играли на опушке леса, и их возбужденные голоса были музыкой для ее ушей. Но внезапно ребенок, за которым гнались, остановился и потрясенно уставился на что-то вдалеке. Старшая девочка тоже остановилась и уставилась на приближающуюся фигуру, и, будучи старше и мудрее, она сразу поняла, что им нужна мама. Услышав голос своего ребенка, зовущий ее, Ирина бросила свое занятие и выбежала за дверь. Она посмотрела на то, что внезапно взволновало ее ребенка. Приближающаяся к ним фигура принадлежала бродячей собаке, которую они приютили и сделали своей. Честно говоря, он принадлежал деревне, так как все они заботились о нем. Но он особенно привязался к семье Ирины и всегда навещал их. Ирина в шоке наблюдала за появлением собаки. Да, он был бездомным и не всегда ухоженным, но сейчас он выглядел еще хуже, чем обычно. Ирина сразу заметила, что он хромает и у него по всему телу отметины. Она ахнула, ужаснувшись его виду. Она пришла к выводу, что он, возможно, дрался с другим животным, но не была уверена. По мере того, как пес приближался к ним, становилось все очевиднее, что ему нужна медицинская помощь. Она попросила своего старшего ребенка позвонить отцу и сказать ему, что пес Разик тяжело ранен и нуждается в помощи. Девочка послушалась и побежала в гараж за отцом. Ирина знала, что мало что может сделать для щенка. Пес давно усвоил, что к нему нельзя прикасаться без разрешения. До этого момента все физические контакты семьи с собакой происходили по его инициативе. Было ясно, что у Разика темное прошлое, и он пережил ужасные события, связанные с определенными людьми, и поэтому ему нелегко было доверять. Единственными, кто мог его погладить, были маленькие деревенские дети. Как только Разик оказался достаточно близко, чтобы до него можно было дотронуться, Ирина увидела, как он с трудом сел и посмотрел на нее снизу вверх. Он едва держался на ногах и, прежде чем Ирина успела моргнуть, рухнул на землю. Она выкрикнула имя своего мужа как раз в тот момент, когда он вышел из гаража. Он быстро оценил ситуацию, осторожно поднял бедного раненого пса с пола и отнес его в садовый сарай. Ирина забежала вперед и убрала со стола, прежде чем расстелить на нем полотенце. Ее муж положил Разика на стол и начал проверять, не сломаны ли кости. Он не был ветеринаром, но обладал базовыми знаниями по уходу за животными и знал, что должен быстро применить их, пока состояние собаки не стало критическим. Как только он понял, что у собаки ничего не сломано, кроме вывихнутой задней лапы, он начал вытирать кровь с шерсти собаки. Он понял, что на теле собаки было множество следов от укусов, и попросил Ирину продезинфицировать их. Когда Ирина занялась своим заданием, она прослезилась. Она недоумевала, как он дошел до такого состояния. Он часто пропадал на несколько дней, но всегда возвращался здоровым. Но не в этот раз. Она впервые видела его в таком состоянии, и ее сердце едва выдерживало это. Она смахнула слезы, промывая его раны. Дети наблюдали, как их родители трудились над их другом. Они тоже плакали горькими слезами. Разик был их другом, и они не могли видеть, как он страдает. Они также чувствовали себя виноватыми за то, что позволили ему уйти и не удочерили раньше. Но он был бездомной собакой, и они считали, что он предпочитает быть один, а не в доме, где люди жаждут к нему прикоснуться. В конце концов, он не хотел прикасаться к ним с тех пор, как они впервые увидели его.
Однажды Разик пришел в их деревню, казалось, появившись из ниоткуда. Он был испуганным малышом и не хотел ни с кем связывать себя. Сначала люди подумали, что это пропавшая собака, но в газетах не было ни плакатов с ее описанием, ни объявлений. Обеспокоенные жители деревни расспрашивали жителей соседних городов, но никто не знал, кто он такой. По его физическому состоянию было видно, что он мало ест, но, поскольку он отказывался общаться с кем бы то ни было трудно накормить его и оказать ему необходимую помощь. Время от времени жители деревни оставляли вокруг него еду и воду, а когда они уходили и возвращались, то обнаруживали, что миски с едой пусты. Постепенно бездомный пес начал покидать свое укрытие. Он проходил небольшие расстояния, но когда встречал человека, то бежал обратно к брошенному грузовику, который называл своим домом. Жителям деревни казалось странным, что он приходил, оставался на несколько недель, а затем возвращался снова. Тем не менее, они никогда не жаловались и помогали ему, чем могли. Пес, несмотря на свою грубую внешность, никогда не был агрессивным. Он держался особняком, и если кто-нибудь пытался заговорить с ним или прикоснуться к нему, он просто шарахался в сторону. Однажды, когда бездомный пес отправился исследовать деревню, он увидел играющих на улице маленьких детей. Он сидел тихо и беззаботно наблюдал, как они играют. Именно тогда он впервые познакомился с детьми Ирины. Ему нравились все дети, но ее он обратил особое внимание. Приближался вечер, когда группа детей распалась и разошлась по домам. Старший ребенок Ирины сразу заметил, что собака следует за ними по пятам, когда они возвращались домой. Ее друзья рассказывали о нем и о том, что у него нет хозяина и ему одиноко. Ее подруга хотела поиграть с ним, но мама сказала, что не может, потому что он агрессивен. Но дочь Ирины, Кэти, не заметила у пса никаких признаков агрессии. Она остановилась и повернулась, чтобы посмотреть на него. Она подумала, что пес, должно быть, голоден, поэтому взяла кусочек бутерброда, который все еще был у нее в кармане, и бросила в него. Он некоторое время смотрел на нее, прежде чем съесть целиком. Кэти бросила ему еще кусочек и смотрела, как он с удовольствием его ест. Сначала она боялась подходить близко, но, покормив его, медленно подошла к нему. Вскоре сэндвич был съеден, и когда пес поднял голову и впервые увидел, как близко она к нему, он не испугался. Кэти не хотела уходить, но ей нужно было возвращаться домой. Она помахала собаке и взяла сестру за руку. Они вместе пошли домой, не подозревая, что их новый друг идет прямо за ними по пятам. После той ночи пес стал постоянной фигурой в жизни Кэти. Поскольку он знал дорогу к ее дому, он сидел на улице и ждал, пока она выйдет. Он провожал ее и сестру в школу и оставался там до закрытия. Связь между детьми Ирины и собакой крепла с каждым днем. Они каждый день кормили его вкусными лакомствами, а он, в свою очередь, позволял им время от времени себя гладить. Но однажды собака снова исчезла, и на этот раз надолго. Девочки искали его повсюду, но другой житель деревни заверил их, что так положено собаке и что она вернется. Житель деревни сказал правду, потому что через несколько недель собака вернулась. Однажды дети играли на улице, пиная футбольный мяч, и вдруг заметили, что пес смотрит на них. Среди них была Кэти. Как только она увидела его, она подбежала к нему и начала гладить. Она была взволнована и позвала других детей. Они бросили свою игру и бросились гладить милую собачку. В тот день дети назвали его Разик. Связь между Кэти, ее сестрой и Разиком была крепкой, и именно поэтому они обе расстроились, увидев его таким тяжело раненым. Кэти смотрела, как ее отец зашивает порезы на теле ее друга,
и надеялась, что с ним все будет в порядке. Затем ее отец обработал раны дезинфицирующими средствами, чтобы предотвратить заражение, прежде чем перевязать их. Он сказал девочкам, что с собакой все будет в порядке, и велел им поужинать, но Кэти почти ничего не ела, так как ее тошнило от беспокойства за Разика. После ужина она пошла в сарай со своим одеялом и накрыла им своего друга. Она провела рукой по его шерсти, желая, чтобы он немедленно проснулся, но он этого не сделал. На следующий день он тоже не проснулся. Как только наступило утро, и отец Кэти увидел, что бедный пес все еще без сознания, он немедленно отвез его к ветеринару за пределы их деревни. Кэти последовала за ним, потому что слишком беспокоилась за своего друга, чтобы сидеть дома и ничего не делать. Она ехала на заднем сиденье, держа голову Разика у себя на коленях, и всем сердцем молилась, чтобы с ее другом все было в порядке. Как только они добрались до кабинета ветеринара, врач осмотрел Разика, узнав, что он был без сознания почти целый день. Отец Кэти сразу обработал все видимые раны, и не было похоже, что в них попала инфекция. Однако на них все равно было довольно страшно смотреть. Врач согласился, что бедная собака, должно быть, подралась с другим животным, вероятно, более крупным и сильным. Затем ветеринар сказал отцу Кэти, что ему потребуется срочная операция. Разик тоже получил травму головы, поэтому ему нужно было немедленно оказать медицинскую помощь, иначе он бы не выжил. Потрясенная этой новостью, Кэти заплакала. Отец утешал ее, говоря, что еще не все потеряно. Затем Разика отвезли в операционную на операцию, а Кэти с отцом остались ждать снаружи. Несмотря на то, что он не был их собакой во всех отношениях, маленькая девочка все равно считала его своим. Возможно, они и не удочерили его официально, но он был членом их семьи, и его потеря оставила бы большую пустоту в их сердцах. Вскоре доктор вышел из операционной с улыбкой на лице. Он сообщил, что операция прошла успешно и что скоро они смогут увидеть свою собаку. Кэти была счастлива и снова заплакала, но на этот раз это были слезы радости. Позже им разрешили навестить Разика, но он все еще был без сознания, поэтому Кэти предложила сходить в торговый центр и купить ему что-нибудь перекусить, чтобы отпраздновать его выздоровление. Это должно было стать приятным сюрпризом для собаки, и ее отец согласился. Но когда они вернулись с собачьими лакомствами и игрушками, их тоже ждал сюрприз. Как только они открыли дверь в комнату, где находился Разик, они увидели, что он сидит и виляет хвостом. Когда он встретился взглядом с Кэти, все воспоминания, которые они пережили вместе, пронеслись у него в голове. Когда Разик впервые увидел Кэти и ее сестру, они были для него как лучики света, которые рассеяли тьму, в которой была его жизнь. Он через многое прошел и знал, что быть ближе к Кэти — это его награда. Проснувшись, он испугался, но как только увидел Кэти, сразу понял, что находится в надежных руках. Никогда в жизни он не думал, что ему понравится человеческое общество, но когда он встретил маленькую девочку, все изменилось. Тогда он поклялся, что никогда не оставит ее и всегда будет защищать ее и ее близких. Они не знали, что именно эта клятва стала причиной того, что Разик вернулся домой весь избитый и в синяках, но вскоре семье предстояло узнать, насколько далеко пес готов зайти, чтобы обезопасить своих друзей. Ветеринар подержал пса в клинике несколько дней, чтобы убедиться в его выздоровлении, прежде чем отправить домой с Кэти и ее отцом. Девочки, как и другие дети, были рады возвращению своего друга. Несмотря на то, что они хотели поиграть с ним, они сдерживали себя, чтобы он мог как следует восстановиться. Потребовалось некоторое время, но в конце концов Разику стало лучше. Казалось, он чувствовал себя более непринужденно в обществе детей
но вокруг него витала странная атмосфера недоверия, которую, казалось, не могли рассеять ни угощение, ни объятия. А 2 дня спустя Ирина и ее семья узнали, почему именно их собаку так охраняли. Однажды, когда Кэти и ее младшая сестра возвращались домой из школы со своим щенком на буксире, они внезапно увидели зрелище, от которого у них кровь застыла в жилах. Перед ними стоял большой дикий волк со скаленными зубами и поднятой шерстью. Волк зарычал на девочек, и Кэти мгновенно встала перед сестрой. Она была готова защитить ее от любой, даже самой страшной угрозы. Но кто-то другой, в свою очередь, был готов защитить ее. Впервые за долгое время Разик залаял. Этот звук потряс Кэти, потому что раньше он никогда не лаял и не рычал рядом с ней. Однако у нее не было времени обдумать это открытие, потому что волк подпрыгнул в воздух. Громкий крик вырвался из ее горла, но прежде чем зверь успел причинить какой-либо вред, Разик бросился вперед и вцепился зубами в шею волка. Волк отпрянул от удара и укуса, но вскоре нанес собаке такой сильный удар лапой, что она отлетела в сторону. К этому времени Кэти и ее младшая сестра были в слезах. Разик был большим псом, но волк был огромен, и их лучший друг ни за что не смог бы победить в этой схватке. Пока Разик скулил от боли, лежа на земле, волк снова обратил свое внимание на детей. Он громко зарычал, оскалив зубы, и снова бросился в атаку. Кэти закрыла глаза сестры руками и себе. Она не хотела смотреть смерти в глаза, но удара так и не последовало. Вместо этого раздался еще один скулеж. Когда Кэти открыла глаза, она задохнулась от шока. Разик нашел в себе силы снова подняться и навалился всем телом на волка, отбросив его в сторону и оттолкнув от 2 сестер. Но волк уже снова поднимался. Зверь рычал и выл, припадая на передние лапы. Он уже был готов прыгнуть, когда Разик громко залаял и снова бросился вперед головой. Кэти едва слышала крики за своей спиной. Несколько соседей услышали ее крик и теперь бежали к ней и ее сестре, полные решимости защитить их от беды. Когда соседи приблизились, Кэти обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как волк вцепился зубами в бок Разика. Щенок заскулил от боли, но как только волк увидел бегущих к нему людей, он скрылся с места происшествия. Кэти немедленно подбежала к Разику. Некоторые из ее соседей побежали за волком, решив отпугнуть его навсегда, в то время как другие помогли ей доставить собаку обратно в ветеринарную клинику. Когда ветеринар осмотрел щенка, он объяснил, что его нынешние травмы соответствуют тем, о которых он сообщал в прошлый раз, и пришел к выводу, что Разик, должно быть, уже однажды дрался с волком. Он покинул деревню, чтобы защитить ее от бед, и вернулся, чтобы завершить начатое. Пока доктор в очередной раз оперировал его, Кэти рассказывала историю своего спасения всем, кто был готов слушать. Она все время всхлипывала, чередуя причитания с молитвами. Пес-герой упорно сражался, чтобы защитить ее и ее сестру, и она не могла смириться с мыслью, что потеряет его. К счастью, доктор смог снова подлатать Разика. Бедному псу придется некоторое время воздерживаться от беготни, но вскоре ему станет лучше. Вся деревня обрадовалась этой новости, но никто не был счастливее Ирины и ее мужа, которые решили официально усыновить собаку. Разик спас положение благодаря своей отваге и мужеству, и они будут вечно благодарны ему за спасение их дочерей. Что касается пса, то он был в восторге от того, что наконец-то у него есть дом и семья. Он никогда не ожидал встретить любовь после того, что пережил в прошлом, но он был рад, что в его жизни есть Кэти и ее семья. И за эту любовь он будет благодарить их день за днем. Какой прекрасный пример благодарности! Вы бы стали месяцами кормить бездомную собаку.
Вы когда-нибудь встречали собаку-героя? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.